Всем привет! Сейчас у меня утро, так что мне можно сказать доброе утро. Юра встал пораньше, и я сегодня, вчера вечером решила, что сегодня, наверное, сниму такой небольшой влог, расскажу вообще о нашем таком стандартном дне, который мы проводим в Таиланде. Я сейчас иду в ванну умываться, захожу в ванну. Тут уже мокрый пол, потому что Юра душ утром принимал. Вот я сейчас буду чистить зубы. Выходим на улицу. Выходим на улицу, на улицу. Вот так вот классно. Но сейчас немножко туманно. Только что была красивая радуга. Юра, поздоровайся. Привет всем. Всем здрасте. Но на улице сейчас погода такая странная. О, радуга. Если будет видно радуга, вот она и есть. Может видно, я не знаю. Я надеюсь, что видно радугу. Она уже вся. Успели. Потому что надо раньше вставать. Мы сегодня, наверное, поработаем и поедем в магазин. Съездим. Не знаем, как погода, может, возможно, покупаться, да? Да, погода-то хорошая. Мы поедем в магазин, потому что у нас, это принцип жизни такой, если у тебя что-то кончается, у тебя кончается все и сразу. И мы сейчас покушаем. Каша есть? Да, мы сейчас пойдем варить кашу, мы по утрам кушаем кашу, как маленькие детки. Нет, как большие дяденьки. Как английские лорды? Да, давай так. Что ж ты как маленькие детки-то? Да, понимаете, когда вы меня спросите, почему я такая белая, я просто аристократка. Я прячусь от солнца, я мажусь SPF 50, и поэтому я такая белая. Ну, зато тайки любят тебя и подражают тебе. Да, они забеливают себе все лицо. У них, кстати, все средства для лица, которые есть, с отбеливающим эффектом. Я так подозреваю, что у меня лицо такое белое, только потому что я их не умывалками пользуюсь. Они с кислотами, весь загар тупо сжирают. Это такой человеческий психоз. Да. Тот, кто загорелый, хочет стать белым, а тот, кто белый, хочет стать загорелым. Это как кудрявые прямые волосы, Я сейчас поставлю кипятиться водичку в рисоварку. Мы рисоварку используем как очень универсальное средство для приготовления чего-либо. Мы в ней готовим рис, кашей, я лапшу частенько в ней варю. Вода закипела. И вот у меня тоже готовая каша. Просто сахаром я сейчас стала варить кашу в воде. Раньше варила в молоке, но еще как-то с утра это моему животику не нравится, когда каша с молоком. А мы уже завтракаем. У нас тут получилось каша, немножко каши. Обычно мы кушаем. Кушаем кашу с бананами. У нас все закончилось вообще почистую. Мы сегодня поедем в Big C, покупать все возможные продукты. Мне надо, кстати, составить, наверное, список. Мы обычно просто приходим в магазин и разбегаемся в разные стороны. Юра идет за одним, я иду за другим, потому что иначе... Потому что я терпеть не могу ходить в магазин на 3 часа. А я люблю. Да, я могу просто зависнуть где-нибудь и стоять, разглядывать все упаковки, этикетки, читать, что там. Мы позавтракали, я поднялась наверх, чтобы поработать. И... Привет. Вот как работают счастливые люди. Вот так вот. Вид раньше отвлекал, сейчас уже не отвлекает от работы, да? У меня тут уже стоит ноутбук, я сейчас сяду. Вообще, я сегодня хотела созвониться с заказчиком, обсудить новую книжечку, которую ему нужно написать. Там наша хозяйка где-то ходит, что-то готовит кушать. Она, по-моему, 3 раза в день тут обычно находится внизу, тут у нее кухня находится, и она там готовит всякие вкусные штучки. У нее там большая плита, такие воки здоровые прям. И она готовит на всю свою гигантскую семью. Лень сейчас слиться работать, пройдусь, покажу, что у нас тут есть. Кокосяткам. Воу, висят кокосы, если видно. Еще зелененькие. Но они хотя уже в таком состоянии, когда их, в принципе, наверное, нужно срывать. Вот там вот сзади меня как раз горы. Мы туда планировали съездить, посмотреть, какие там есть еще домики. Нам просто интересно посмотреть, какие еще есть варианты. Да, Юра? Да, но скорее всего ниже на острове, здесь. Да. Куда-нибудь съездим, посмотрим. Главное, не на поток. В смысле, не внизу. А там вот обычно, где сейчас стоят лодочки, там частенько приезжает такой большой лайнер. И стоит там 2 суток. Там, видать, люди тусят как раз. Да?
Блин, чем-то вкусным запахло. Она что-то вкусное готовит, господи. Эта По-моему, женщина... это рыбный соус просто. Эта женщина творит что-то непонятное. Она так вкусно готовит. Ну, вообще все тайцы, по-моему, очень вкусно готовят, потому что у них огромное количество, не сон встретить, огромное количество всяких соусов, приправ, ну не приправ, специй, блин, господи. Они такие маринады делают для своего мяса. Я с этим маринадом, наверное, бы свои конечности съела, потому что оно очень вкусно. Что ты так смотришь? А? Еще они интересуются как едой. Да, Юра говорит, что тайцы интересуются только едой, но на самом деле это не так. Тайцы также интересуются деньгами, сауной, сменой пола. Сменой пола они тут очень интересуются. Мы, наверное, сейчас сходим на кухню, посмотрим, как она готовит там. А она что-то делает. У них тут кухня. Савадика! Савадика! Can I make video? Can I make video? It's a camera. It's well. Can I make video? Yes? Okay. Тут находится кухня. В общем, она тут готовит, я так понимаю, что там лес. Да, свет. Я так понимаю, что... тут готовится рыбка и какие-то овощи. Вот, тут очень вкусно пахнет. Тут нарублена всякая зелень, если видно. It's sauce. It is sauce. Tea. Чай. Tea. Это, короче, чай. Tea. Окей. Yeah. We got tea. Окей. Honey. Yeah. Honey. It is milk tea. Coffee. Окей. Coffee. Это кофе. Это, короче, напитки. It is protein. It is protein. Ну, банка с протеина, а там всякие штучки, короче, находятся. Honey. What it is? Окей. I understand. เปรี้ยวอันเนี้ย Это, по-моему, грибочки. Окей. Вот. Мы пошли, наверное, дальше. Не будем мешать. Окей, капунка. Мы сняли чуть-чуть видео. Прикольно, Юра, у нее там такие... Ржак, короче, прихожу, а там такая банка синта стоит, короче, от протеина. Огромная такая, такой, нихуя, думаю, протеин, зачем протеин? А там, короче, лежат сушеные грибы древесные. Там сушеные грибы просто. Банки от протеина, думаю, вообще, кто тут качается? Она здоровая такая же собака. Я такой, о, синта дорогая. Вот, короче. Синта же красная, да, которая? Да. В общем, она там готовит что-то во фритюре, у нее жарится рыбка. У нее стоят такие графины, и там чай, всякий разноцветный чай и кофе, типа молочное. Да, кофе молочный там. Видели, да? Вот это тайская кухня. Короче, куча масла, херачишь кучу масла, кучу перца, кучу соусов, и все получается вкусно. Когда я обычно что-то кушаю, сижу на балкончике, мы с Юрой что-то едим, Вэо обычно, если она прибирается где-то рядышком, подходит такая и спрашивает, ну, что вы типа едите? Мы такие, да. Такая подходит, заглядывает в тарелку и такая разбирается, что там. Такая, вот это, говорит, типа это, вот. И я мысль потеряла. Савадика! Вот ее муж пошел. Вот, и она обычно смотрит, что у нас в тарелке лежит, и, говорит это на тайском, и мы такие с Юрой, что это такое? Вот вчера, допустим, она мне фасоль принесла, я ее пыталась научить, что это фасоль на русском, как она это говорила, она, короче, это фасоном назвала. Это был фасон. А еще она рыбу называет фид. Она нам тогда принесла рыбные котлетки, и говорит, фид, мы такие, блядь, почему она нам ноги принесла, что за фигня такая? Я такая, фиш, она такая, фид. Я такая, блин, что за фигня? Такая, фиш, она такая, фид. И показывает море, типа в море плавают, ноги в море плавают. Вот, а сейчас Юра тут тоже такой, типа, ты что не работаешь? Ты работаешь, женщина. Я пошла, сяду за ноутбук и буду делать что-нибудь полезное. Что ты ржешь?
Давайте посмотрим, что там Юра делает. Что-то что-то полезное делает Юра. Да. Что ты пишет? Секретно. Секретный материал. Топ-секрет. Вот мы напросились на еду. Мы не напрашивались. Мы не напрашивались на еду, нас позвали, угощают нас какими-то вкусняшками. Сейчас пойдем посмотрим, что там такое. Ой, я так много, когда меня угощают. Тут рыбки и мой любимый суп, который с маленькими такими тефтельками и с тофу. Ой, я его так обожаю, господи, такой вкусный суп. И там еще куча рыбы. Борис! 아니야. Аня! แกงจืด I don't. ข้าวเอาไหน I love this soup. เด็ดซุป Скажи, что это очень вкусно. Это очень вкусно. По-тайски это будет арой. Расскажи Тут рыбка и тут мой любимый суп с тефтельками и тофу. Рыбка в каком-то очень остром соусе. Это, блин, это так вкусно. Это так по-домашнему и так по-тайски. Я скучаю по маминым драникам и этим, и чебуречкам, но это тоже вкусно. Мама, у тебя лучше получается. Я объелась вообще, так наелась, очень вкусная рыбка была. И очень вкусный суп, господи, я его обожаю. И у них, кстати, к каждому блюду абсолютно подается рис. Рис вообще не соленый, но он типа как хлеб в России. Вот они едят, у них также получается суп. Ну, типа второе, но они как бы все это вперемешку едят, вот они ставят и просто по чуть-чуть себе накладывают в тарелку и кушают все это вместе. Это мы привыкли сначала съесть там салат, потом суп, потом второе, а у них как-то они всех тарелочек по чуть-чуть просто берут с общей большой тарелки. Юра, иди сюда, расскажи нам что-нибудь. Скажи в камеру. Что сказать? Ты наелся? Да, Я объелась. Он перекусил, а я объелась. Я перекусил. Немножко. Чуть-чуть. Был. Мы, короче, с ВО наелись, а Юра перекусил. Давай делаем. Вот так вот. Поедем Давай. сейчас в два, наверное. Куда? В магазин туда, если сделаешь. Окупаться. Видно будет. Ребятки, мы поедем купаться. Он, конечно, говорит, видно будет, но я его ломаю, так что мы сегодня поедем купаться. Давайте попросим все Юру. Юра, поедем с нами купаться, пожалуйста. Пожалуйста. Ответь. Страшно еще. Я воду. Он всегда так говорит. А потом такой: ну все, давай, у нас есть 5 минут, чтобы собраться быстрее, одевай купальник и поехали. Короче, через полчаса солнце сядет, и нам надо успеть за 15 минут покупаться. А потом мы такие по валам в темноте, короче, такие болтыхаемся. Мы тут сидим с Настей, только сейчас поняли, что у нас оформление второго этажа в стиле Флинстонов. Ну, то есть такие рублено каменные столы со стульчиками. Вот, до этого как-то все не задумывались. Что ты делаешь? Отвечаю кому-то ВКонтакте. Я отвечаю вам ВКонтакте. Вы мне пишите, я вам отвечаю. А вы заметили, какой Юра загорелый? А я нет. Ты Всё. тоже. А все потому, что Юра ходит, загорает, и меня дома держит. А еще Что еще? я хочу жареных бананчиков, еще я хочу дурян, еще я хочу соленых анчоусов, еще я хочу арбуз, еще я хочу мангостинов, еще я хочу... И все это поедет на мопеде. У меня есть чудо мега вместительный рюкзак и 2 руки. За руки. Я Расскажи. все вкусняшки я довезу куда Расскажи угодно. людям, что ты делала Когда? сейчас. Короче, я составляла чек-лист для написания продающих текстов. Да? Да. Что ты пыришься? Просто. Так кривляешься. Как? Забавно. Так, в принципе. А еще Юра, короче, чтобы я выпрямляла спину, подходит мне и, короче, так по хребту. Да если я так делал, ты бы сперва человек ходил. Пошли тебе. Слышите, это тачка мозга нормального человека. Что ты делаешь? Пойдем, наверное, посмотрим сауну. Да, видно, не видно. Ну, тут окошки такие.
сидушки. Заходишь, Миша, тут туман, китайцы такие сидят здесь. Там у нас есть кресло. Ну, из дерева полностью. Да я сидел на нем уже. Да. Ну так, раскладывается. Можно полежать. Я боюсь, что оно того. Да, тут можно релакснуть чуть-чуть. Поспать в обед. Ай-яй-яй, я падаю. Ну собирайся. Настя, я не могу собрать. Вру. На самом деле надо попой надавить. И все будет ок. Я остаюсь здесь спать. Это будет сон час. Довольно удобное кресло. Но, кстати, по-моему, самодельное. Ну, то есть полностью из дерева состоит. Скрученное всякими шурупами и так далее. А где-то даже просто на шплонках. Такое старенькое. Вещь. Время 35 минут третьего. Надо валить. Короче, пока Юра ждал меня, как я доделываю там кое-какие вещи, выкладываю видео, он улегся в кресло и заснул в нем. Еще пойдем посмотрим. Тут так хорошо, прям. Здорово. Я тут сижу, работаю, а он, короче, разлегся. ладно, Такой послеобеденная посадил меня. ночевочка. У Юры, короче, Юра стал тайцем, у него послеобеденный сабай. Собай. Вот. А я, короче, а мне такой говорит, иди работай, женщина. А сам уснул. Ну, видали, да? Кресло убийца. У меня руку отлежал. Юра отлежал руку, мы ему ее сейчас отрубим и приготовим. Да, сделаем какой-нибудь вкусный маринад, приготовим ее на блоке пожарим. Барбекю есть. Где? Ну там. Да, тут есть мангал, и мы, наверное, шашлычков сделаем. У Юры мясистая рука, поэтому мы сделаем много шашлычков. Хо-хо. Приходите к нам на ужин. Мы пойдем сейчас собираться, не знаю куда. Я умоляю Юру на пляж, а он говорит в магазин. Короче, сейчас посмотрим.